Всем привет, вы на канале SuperKit. Давно искал решение для своего телевизора и в принципе находил. Это всегда был компьютер, и насколько бы тихим этот компьютер не был, но какой-то шум хотя бы от единственного вентилятора он издавал. Этот шум можно перекрыть громкостью телевизора, но ночью, когда вокруг тишина, не хотелось наваливать громкости телеку. Это наталкивало меня на разные действия. Я думал как-то это решить с помощью наушников, но их нужно было провести до кровати, а мне все время что-то мешало. Думал также решить этот вопрос с помощью полностью беззвучного компьютера, но не решался из-за его цены. Более-менее пристойный вариант стоит около $140, причем, как правило, такой мини-компьютер продается без оперативной памяти и внутреннего накопителя, а это подразумевает еще дополнительных расходов. Тот, который представляет полностью готовый вариант, стоит еще дороже, то есть то на то и выйдет. И все это нужно было купить, а потом просто поставить под телеком, чтобы смотреть YouTube, что никак не способствовало решению вопроса, ведь цена за просмотр YouTube не то чтобы непосильная, но так-то сумма и немалая получается. Все это сподвигло меня на то, чем можно было бы решить давно этот вопрос, но я не хотел, так как терпеть не могу Android, изначально упрощенная система, которая ограничена порой банальными возможностями. Про мощность железа и говорить не приходится. Но цена вопроса именно в данном случае меня убедила как минимум купить такое устройство. Оно продается в разных модификациях, прежде всего с разным объемом памяти. Я купил модель, которая имеет на борту 4 ГБ АЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Именно об этом аппарате, продолжая тему устройств на Android, и предлагаю сегодня поговорить. Выбор на купленную приставку пал не случайно. Имея уже пульт типа аэромышь, я решил купить такой мини-компик, потому что пульт был визуально похож на мой пульт аэромыши. Причем на просторах AliExpress есть такие ТВ-боксы, как и с обычным пультом, подобным телевизионному с кучей кнопок, так и с таким именно пультом, с которым в итоге купил. А некоторые ТВ-боксы продаются с обоими пультами. Также я долго думал, на каких объемах памяти остановиться. С одной стороны, разница между 4 на 32 и 4 на 128 была лишь 200 гривен, что явно не является огромной финансовой проблемой. А с другой стороны, такой компьютер будет подключен к телевизору, некоторые приложения на него, конечно, придется доустановить, но далеко не все из тех, которыми я пользуюсь. А даже если и все, то они все равно и на 32 гигабайта вместятся. И какой смысл тогда в этих 128 гигабайт? У меня еще не так давно у смартфона было 2 на 16 гигабайт, и я умудрялся для записи с камеры держать там 5-6 гигабайт свободного места. Но все же решил купить именно со 128 гигабайт, из расчета на то, что это может пригодиться со временем. Выбор сделан, устройство определено, заказано и уже даже получено. Доставка достаточно быстрая, буквально пару недель, и вот я уже счастливый обладатель данного девайса. В комплекте со смарт-приставкой идет блок питания, пульт дистанционного управления и кабель HDMI. Медиакомпьютер построен на Rockchip RK3528. У процессора 4 ядра с частотой по 2 ГГц. По поводу поддержки и разрешения видео, то на данном устройстве написано 8К. В описании у китайцев речь идет про 6К. На самом деле я слабо верю, что этот аппарат будет тянуть даже 4К. Версия Android 13. Оперативной памяти 4 ГБ, встроенной постоянной памяти 128 ГБ. Около 12% из общего объема памяти занято под систему и предустановленные приложения. ТВ-бокс имеет встроенный Bluetooth непонятной версии и Wi-Fi с 2,4 и 5 ГГц, а также разные выводы и разъемы. На одной боковой грани есть порт USB 2.0, USB 3.0 и разъем под карту памяти microSD. А на еще одной боковой грани есть разъем под питание, разъем для коннектора RJ45 под витую пару для подключения интернета по кабелю, HDMI и мини-джек 3,5 мм под вывод аудио и видеосигнала для подключения старых телевизоров через тюльпан. Если верить инструкции, то осуществлена поддержка мини-джек на 4 пина, то есть предусмотрена передача стереозвука. Блок питания на 5 вольт и 2 ампера. Стандартное значение питания для многих блоков питания к мобильным устройствам. Неясно, зачем в таком случае здесь круглый разъем, ведь можно было сделать Type-C или хотя бы microUSB.
В момент начала загрузки операционной системы, после подачи питания, на заставке появляется надпись с названием, которая, как и на коробке, написана таким шрифтом, что это однозначно напоминает куда более известный бренд. После включения на одной из оставшейся без разъемов боковой грани появились часы. Естественно, с левым временем, которое не сохраняется, если полностью отключить питание. Тем не менее, в настройках можно указать один из уже добавленных серверов по обновлению времени, и теперь при каждом новом включении время будет почти сразу корректироваться. Конечно же, если есть интернет. В случае, если не обесточивать медиакомп, а просто выключить кнопкой пульта, то часы будут светиться и продолжать показывать реальное время. Среди уже предустановленных приложений большая часть это бесполезная фигня. Удалив их, я еще освободил место. На главном экране есть места, где можно расположить ярлыки от наиболее часто необходимых приложений. Это способствует более быстрым запускам того, что необходимо. Был здесь какой-то невнятный файлообменник, вместо которого установился X-проводник. С его помощью можно попадать в расшаренную папку основного компьютера для более простого обмена файлами между устройствами. Добавил приложение для записи экрана, программу AceStream для возможности просмотра спорта, добавил браузеры, а также программы для просмотра характеристик, ну и установил калькулятор. Не могу сказать, что устройство летает, наоборот, чувствуется некая тупость, но тут осуждать нечего, цена $24, бессмысленно ожидать i7. Особенно это чувствуется, если запустить YouTube не из приложения, а из браузера. В таком случае все долго и неуверенно запускается. Может показаться, что видео идет рывками, однако это только потому, что я запустил видео в онлайне, плюс запущена программа для захвата экрана. Эти две задачи явно не дают легкой жизни процессору, который при одном захвате экрана переваливал за 70% загрузки, что можно было видеть в момент, когда были запущены AIDA 64 и CPU-X. Слишком неестественный набор задач для процессора осуществляется прямо сейчас. В жизни записывать экран вряд ли доведется, а если остановить захват экрана, то видео через приложение для просмотра YouTube вполне комфортно воспроизводится, причем в разрешении 1920 на 1080, причем в режиме 60 кадров в секунду. Без проблем идет через приложение SmartTube и 4К видео. В частности, ролик про Коста-Рику в 4К 60 FPS воспроизводится очень плавно и естественно. Нормально воспроизводится и видео через AceStream. Если запустить видео с YouTube через браузер, то смотреть его просто невозможно, даже в невысоком разрешении типа 480p. Все очень сильно лагает, звук идет вперед от картинки, которая имеет пропуски кадров. В общем, не справляется данная машина с такой сложной задачей, как YouTube через браузер. При других способах запуска видео из интернета, а не из YouTube, все ок. Тут главное, чтобы скорости интернета хватало, которая может заметно проседать в зависимости от расстояния до роутера и преград в виде стен. Сейчас у меня все происходит с мобильного интернета, с тех модемов, которые не так давно были на обзорах. И вполне достаточно, чтобы смотреть потоковое видео с разных источников. Для удобства подключил клавиатуру и мышь. Не могу понять, в чем прикол, но когда нажимаю большой Enter, он не нажимается, вместо него нажимается клавиша с буквой Q. А Enter нормально срабатывает лишь тот, который находится справа около кнопок с цифрами. Также непонятно, как переключить в таком случае язык. Если установлен не английский, то клавиатура не набирает символы. В настройках нашел возможность задать действие кнопки на пульте, на которой нарисован домик. В моем случае при просмотре видео YouTube в приложении SmartTube приложение сворачивается, но воспроизведение остается, что дает возможность слушать какой-то ролик и при этом, открыв браузер, лазить по сайтам и что-то читать. Так сворачивается видео с сохранением звука только через приложение SmartTube. Но и это неплохой вариант делать два действия, которые иначе делать сложно, так как Android в сравнении с Windows это дно. Из интересного заметил, что в приложении SmartTube здесь есть куда больший перечень скоростей видео, а также есть выбор не только выбора разрешения, а и битрейта видео, и есть в принципе выбор битрейта аудио, не встречал такого в веб-версии. Что бы я сюда добавил, исходя из своих представлений о медиакомпьютере?
Мне лично не хватает в данном устройстве нормального пульта с функцией аэромыши, ведь тот, который был в комплекте с данной приставкой, оказался вовсе не тем, на что я надеялся. Он, конечно, может эмулировать мышь, но это очень примитивно, типа нужно включить режим мыши, а дальше кнопками с направлениями двигать курсор мыши на экране. Двигается курсор с последующим ускорением, начиная где-то с 10 см в секунду. Причем этот курсор невозможно двигать сразу по диагонали, можете представить, сколько это занимает времени. Это долго, в кнопки нужно попадать, что в темноте трудно сделать, и вообще не то после обычной мышки или пульта с возможностью аэромыши. К тому же пульт из комплекта осуществляет передачу сигнала через инфракрасный передатчик. А значит, могут возникнуть проблемы с несрабатыванием кнопок из-за преград, из-за слабых батареек, из-за непрямого направления пульта в сторону медиакомпьютера. Конечно, я могу подключить свой уже имеющийся пульт с функцией аэромыши, но он занят для другого компа. Можно купить другой, но он стоит около 7-8 долларов, что есть около 1/3 цены всего устройства, вместе с тем пультом, который все равно идет в комплекте, и который, скорее всего, стоит столько же, как нужный мне пульт. То есть за пульт нужно заплатить дважды. Кстати, пульт с функцией аэромышь передает сигнал по радиоканалу, ему не требуется прямое направление, однако нужно учесть, что его нужно подключить, заняв один из двух портов USB. А ведь я хотел бы подключить клавиатуру, мышь, возможно флешку с уже скачанным видеофайлом. Куда это все подключать? Можно через хаб, но это вновь только добавит цены. Если бы мне в данном вопросе цена не имела значения, то я бы вообще не купил бы этот аппарат на андроиде. И можно подумать, что мои придирки не обоснованы, типа дешман и так почти даром столько плюсов. Но я еще перед покупкой понимал, что 2 USB порта это мало. Конечно, я надеялся, что здесь пульт будет аэромышь, что флешкой может быть карта памяти microSD, либо перекидывать файлы по сети, о чем чуть ранее рассказал, но все равно даже в таком случае 2 USB порта это впритык. Тем более, что я искал с большим количеством портов USB, но не нашел. Может быть, конечно, так искал, но даже в подобном устройстве, которое я покупал не для себя и о котором был обзор еще 6 лет назад на канале, было 4 порта USB. Значит, мои претензии вполне логичные. Раньше же могли делать больше портов USB. Почему сейчас не хотят, не понимаю. Еще мне здесь хотелось бы видеть разъем для питания более современный, о чем уже говорил. Вопрос с просмотром видео на данный момент решен. Конечно, это реально хорошая возможность придать телеку функции Smart. А возможно и не только телеку, а и старому монитору. И даже можно к старому телеку подключиться, но чувствуется мерцание ELT экрана. В действительности оно не такое, конечно, как видно на видео сейчас, но после жидкокристаллических экранов не сильно приятно глазам. Кстати, подключить можно даже если монитор без HDMI. Это не проблема. Так как существует масса адаптеров между стандартами, нужно лишь выбрать свой вариант. Так что если завалялся без работы такой старый монитор, самое время найти ему место на кухне. Медиакомпьютер благодаря встроенному Wi-Fi законнектится с роутером, а значит никаких шнуров с интернетом тянуть не нужно. А сам компьютер потребляет в зависимости от загрузки процессора до 5 Вт мощности, что, как по мне, на уровне погрешности. Устройство не перегревается. Я, конечно, понимаю, что делаю оценку без прямого контакта к процессору, но, тем не менее, корпус еле теплый. Полезное устройство, которое при этом снабжено всеми беспроводными технологиями, не издавая никакого стороннего шума, не занимающее место, миниатюрный и легкий, ведь его можно повесить даже на проводе или каком-нибудь двухстороннем скотче за телевизором. Легко и просто, а самое главное очень дешево, хоть и в очень узком направлении, фактически только для просмотра видео, но все же может заменить компьютер, снабдив сопутствующее устройство, которым может быть как монитор, так и телевизор, возможностью смотреть видео из интернета. Собственно, ничего другого от данного устройства и не требуется. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!